Девочки, мальчики, дам. Работаем на змеях. Так, на какую тему поработаем? Господи, какой-то комар, дайте мне его уничтожу. Вот. Не сожру, конечно, я ж не барсик, но просто мне немножко мешает. Ну что, врата открывать, да, сегодня будем? Готовы к раскрытию энергетических врат? Врата, значит. Врата. Какие энергии притягиваете? Какие энергии притягиваете, создаете и все такое. Да, просто так, немножко мониторинг происходящего. Мониторинг. В инфобоксе время начала вашего видео. Итак, энергетические врата. Какие энергии вы притягиваете сейчас на данный момент? То есть, какой энергией вы условно являетесь, да? Все, давайте смотреть. Привет. Энергии. Энергии есть, если найду. Интересно же, да? Какие притягивают? Мне интересно, потому что я примерно понимаю, что сейчас все рушится к чертовой матери, потому что я тут как-то перестала что-то быть нетоксичной. И, собственно, выпустила свой ток с полную мощь. И поэтому встречаю комментарии: раньше вы были другой. Так вы тоже, знаете, ребята были раньше другими, да? И что же теперь делать? Ну, давайте. Тут интересная какая-то история воинственности, потому что рыцарь мечей мне тут еще показывает. Ладно, давайте смотреть. Что вы за энергия сейчас? Что вы за энергия? Двойка пентаклей. Нет ощущения сливы энергии тут есть. Двойка пентаклей. Ну, слушай, с одной стороны, кажется, состояние баланса, но вот эта вот двойственность, она такое себе, да? То есть у нас нет какого-то стабильного состояния. Ну, я так понимаю, что есть ощущение, что это может быть выгул тени. Как это, девочка у меня на консультации недавно была, она пришла ко мне, ну, с одним вопросом, и что-то, а в итоге мы, короче, на истинный запрос вышли. А истинный запрос, то, что вот, можно я уже наконец-то буду выгуливать свою тень, чтобы мне ничего за это не было? Может быть, вы тоже про это, да? Про выгуливание тени, чтобы вам, типа, ничего за это не было. Вот. А сложно, да? Потому что, условно, давайте так, ваша светлая сторона, ваша темная сторона, они в конфликте. Они в конфликте. Вот смотри, какой-то прям момент дуальности. Или, например, сейчас у тебя могут быть конфликты с твоими близкими людьми и родственниками, потому что, видимо, каждый тянет одеяло на себя, да, каждый отстаивает свою позицию, потому что здесь вот явно, да, они сошлись там, как-то огонь, что там, вода и лед, короче, огонь и пламя, да, там вот это все. Вот. И вот эта дуальность, она не, как тебе сказать, она, в общем, не находит компромисса, да, она идет в конфликт. И есть ощущение вообще, что, опять же, по десятке жезлов, но это не то, что там какая-то борьба, да, на самом деле. Здесь мы в любом случае найдем какой-то выход, да, потому что дорога-то есть, выход-то есть. Но просто вот сам момент, что мы действительно устали, да, устали вывозить самих себя. Устали вывозить самих себя. Окей. Почему так происходит? Давайте. Причинно-следственные связи происходящего. Чего это мы устали сами себя вывозить? Опять, короче, этот момент двойственности, да? Четверка жезлов. Что же здесь происходит? Королева пентаклей. Королева чаш. Все, поняла. Посмотрите, как вам показывает просто двойственность ваших энергий, да? Королева пентаклей, собственно, королева чаш.
девочки. Вот есть ощущение, что вот одна, получается, часть осуждает другую. Вообще, на самом деле, классная эта энергия. Классные энергии, собственно, которые вы есть. Да. Если бы не вопрос же конфликта, а конфликты есть по десятке жезлов однозначно. Ну, давайте так немножко разберем тогда уж что. По кратенькому, да? Кратенькому. Как их примирить? Что хочет вам сказать ваша королева Пентаклей? Вот эта змея, да, с короткими лапками. Что хочет вам сказать? Это она конфликтует. Это она конфликтует с другой вашей частью, да, с королевой чаш. Здесь вот смотри, королева чаш, она здесь еще, вполне возможно, несколько обижена, может быть. Сейчас я немножко раскрою, что, как она проявляется, твоя личная королева чаш. Да, это, знаешь, как это сильные эмоциональные выплески, типа сама придумала, сама обиделась, да, сама ушла в состояние как бы вот этой всей луны. И либо, смотри, если я сейчас смотрю и читаю для девочек, которые действительно привыкли много работать, а очень хочется выученной беспомощности, потому что у других же как бы это все удается, а хочется все же какой-то легкости, чтобы люди действительно помогали тебе решать твои проблемы, не создавали дополнительные, потому что ты в десятке жезлов прям устала вывозить, понимаешь? И вот у твоей королевы Пентаклей конфликт. Давай смотреть, почему, собственно, да? Ну вот смотри, как бы пятерка жезлов, она же не всегда про открытый конфликт, как, например, там пятерка мечей, да? Здесь, наверное, момент соревнования, момент какой-то имитации, да? То есть, может, она, знаешь, так побурчит и успокоится по пятерке жезлов. Пятерки жезлов. Она, знаешь, вот это, ей кажется, что ее не слушают, да, ей кажется, что ее не слушают, и в принципе, если мы с тобой перейдем с языка энергии на бытовые какие-то моменты, это действительно о том, что мама тебя может говорить, а я же тебе говорила, вот я же тебе говорила, что вот так вот будет, да, чего ж ты типа такая безалаберная по пятерке, ой, прости, по королеве чаш, да, и луна вообще, куда тебе там твои эмоции, твои желания, что-то еще тебя могло завести. И, соответственно, вот, скорее всего, там вот эти вот ваши субличности, они очень активно спорят между собой, поэтому такая, знаешь, энергия нестабильная абсолютно. Потому что, смотри, у нас получается как-то стабильность, да, разум у нас встречается с чувствами, с эмоциями, а здесь прям, смотри, хочется вот это все максимально выплеснуть, да. Что сдерживает твоя, условно, королева Пентаклей, да, может, состояние бунта, да, есть, дайте мне возможность сделать то, что я хочу, что видят люди вообще, да, давай, вот ты же как бы эти энергии притягиваешь, соответственно, как это все, что люди вообще у тебя видят, кто притягивается-то у нас, ваш Пентаклей и девятка мечей. Ну, знаешь, на самом деле люди, которым нужна, видимо, очень мощная поддержка, потому что поддержка нужна тебе в первую очередь. Ты ее не показываешь, что ж типа такая взрослая, самостоятельная, но при этом очень сильное желание провалиться в луну и стать тем самым вот этим пажом Пентакли, да, соответственно, вот перед неизбежным, да, знаешь, вот человек, который нагнетает, да, и очень рад, что кошмар не случается, да, знаешь, как кликуши говорят. Нагнетает, а потом кошмар как бы не случится, он такой, ох, выдыхает. Но поэтому я буду лучше думать о плохом, да, нежели о хорошем. Вот. А поскольку как бы твоя вот эта эмоциональная часть вообще никакой поддержки не получает, судя по всему, это единственная возможность обратить внимание, что с тобой что-то не так. Поэтому ты встречаешь людей, да, ты создаешь как бы вот эту энергию вокруг себя. А там, где нужна помощь, понимаешь? Там, где нужна помощь, там, где необходимо уже обратить внимание на себя, найти там какие-то скиллы. Поэтому, в принципе, сказать, что рядом с тобой сейчас как бы в окружении будут наставники, которые сильно там круче тебя, или они как-то обратят на тебя внимание, прям дадут там тебе руку помощи, это вряд ли. Скорее всего, это то же самое окружение, но которое примерно вот с тобой на одном и том же уровне. Давай посмотрим, есть ли шанс выйти на уровень выше и больше. Потому что пока у нас песочница, да? Да, однозначно есть. Почему рыцарь жезлов? Просто нужно выйти из вот этой энергии пятерки пентаклей. А чем? Ну, тем, что мы все разрушим, наверное, да? Тем, что мы разрушим, да? Но это разрушение во благо.
Разрушение во благо. Да? То есть мы принимаем какое-то достаточно жесткое решение. После того, как мы принимаем жесткое решение, как меняется энергия? Тройка чаш и семерка чаш. Здесь начинают закручиваться совсем другие энергии на взаимодействие с тобой, кстати. Да? Новые какие-то потенциалы. Тебя начинают видеть люди. Понимаешь, вот что важно, тебя начинают видеть люди. То есть ты вот, видимо, что-то рубишь, что-то там уходишь, понимаешь, от чего-то. Потому что есть то, что достаточно давно созрело и необходимо проявить. И посмотри, у тебя императрица, там девятка пентаклей, вот. Тройка чаш, как бы семерка чаш, это вот, смотри, это пока только потенциал, да? Это пока потенциал. Вот нам как бы об этом показывают. Но рядом с тобой начинают появляться люди, которые тоже хотят вырасти, как и ты, да? То есть не вот мы находимся на одном уровне, по крайней мере, у нас есть уже мотивация какая-то. Мотивация, да? И, соответственно, там уже формировать события в материалке сильно проще, чем сейчас. Сейчас они практически вообще не формируются. Я что-то это злорадно хохочу, потому что понимаю, что мало кому будет понятен расклад. Но тем, кому он понятен, это очень мощная штука. Спасибо большое за внимание. Дайте мне обратную связь. Двоечки, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Читаю в потоке, да, рассказываю, какой энергией вы являетесь, чего притягиваете, есть ли выход или все и так нормально. Энергетические врата, да, то есть у нас должен переход на следующий уровень, словно. Десятка пентаклей. Так, потенциал мы накопили, но мы сейчас будем смотреть отрицательно накопленный потенциал. Да, однозначно. Однозначно. У нас есть отрицательно накопленный потенциал, да. То есть вот как мы привыкли поступать, да, как мы привыкли поступать. И, собственно, если вы сейчас будете со мной спорить и говорить 10, там, пентакли, это же семья, там, пятерка мечей и так далее. Слушай, здесь такой, правда, раскол может быть. И, соответственно, ощущение, что те, кто тебя поддерживал, или вот на чью поддержку ты рассчитывала, что-то как-то нет, да? Что-то, собственно, как-то нет. Вот что-то не хватает, что-то тебе невкусно, что-то прям не включается, что-то не работает, да, пятерка мечей. При этом ощущение, что ты действительно идешь прям в конфликт со своим накопленным потенциалом, понимаешь? Копила. Ну, словно, смотри, получается, что ты как бы копила деньги, на что-то рассчитывала, раз, короче, конфликт, да, поэтому ты эти деньги слила, получается. Но тебе зачем-то это надо, да? Или, например, как бы, да, тебе было очень важно, в общем, какие-то семейные отношения, какие-то семейные узы, ты намеренно их рушишь, потому что пятерка мечей здесь какое-то намеренное разрушение, да, ты что-то должна себе доказать и отстоять, поэтому ты взяла, короче, грохнула ту реальность, которая вообще считается стабильной. Давай, что тебя мне не устраивало? Что тебя мне не устраивало? Двойка мечей. Да непонимание вообще, что делать, куда дальше идти. Непонимание вот. Или управление тобой, да, или когда ты сам не управляешь этой колесницей, да. Не понимаешь, что делать и куда двигаться, но при этом ты понимаешь, что конечная точка, она тебя не устраивает. Ты взяла уже сейчас, грохнула, все на корню. Вот, надо тебе, потому что тут, конечно, красивая двойка мечей, да, значит, посидеть, подумать, чтобы красный глаз зажегся, понимаешь, как у терминатора. Посидеть, подумать. Потому что если бы ты сейчас это все не грохнула, дальше было бы сильно хуже, да? Но это все, знаешь, на каком-то интуитивном уровне, знаешь, это уровень какой-то внутренней тревожности. Лучше я сейчас это сломаю, чтобы что? Чтобы что? Чего мы боимся вообще? Потому что здесь начинают страхи проявляться, да? Сложности, до сложного пути, сложной дороги, а куда вообще? Мы это десятки жезлов. То есть смотри, мы боимся, что мы потом с этим не справимся. То есть если мы сейчас что-то не разрушим, мы потом с этим не справимся.
10 жезлов, 7 жезлов, да, смотри, это переговоры, которые ни к чему там не приведут. Может быть, знаешь, это какие-то жесткие там условия кредитования могут быть. Или, я не знаю, подписываешься на что-то, допустим, под какой-то проект с партнером, а при этом понимаешь, что ты не хочешь быть с этим партнером, понимаешь? Поэтому ты начинаешь это все разрушать, да. Что касается, например, там отношений с близкими, да, то есть ты понимаешь, что все может зайти достаточно далеко. И как бы сказать о том, что эти переговоры увенчаются успехом, вероятно, что нет, и поэтому ты начинаешь все это рушить. И в какое состояние энергетическое ты выходишь? А ты прячешь свои эмоции, потому что руководствуешься типа здравым смыслом, да? Туз пентаклей, в какое состояние выходишь? И колесо фортуны, да? То есть ты действительно понимаешь, что твое колесо фортуны вращает тебе. Да? То есть получается, что тем, что ты вот это все разрушаешь, условно, ты как бы выходишь на следующий уровень. Хорошо. А как меняются энергии? Светлое, чистое, классно что-то происходит, да? 8 жезлов, то есть это надо пережить. При этом, смотри, здесь нет башни, здесь именно приняты хладнокровные решения, да? Собственно, разрушить то, что уже, ну, как-то вот тебе... А почему тебе нужно было с этим что-то договариваться? Это о чем? О чем надо было договариваться? Король мечей. Смотри, это может быть какое-то повышение по работе, это может быть проявление инициативы, а при этом это что-то достаточно строгое, потому что король мечей, знаешь ли, что-то такое у нас стратег, да? И, соответственно, какие-то инновации, знаешь, как говорят, что инициатива наказуема, да? Инициатива наказуема, то есть, может быть, знаешь, пришлось прийти как бы к начальнику на ковер, как бы условно. Вот. А на тебя с твоей инициативой могли, знаешь, вот так вот, ну, там, пальцем, да, покрутить у виска и сказать, что ты тут такое, да? Нет. И, может быть, ты говоришь о том, что я бы могу, там, значит, возглавить направление, да, а при этом, соответственно, человек очень боится, что действительно у тебя есть потенциал, да, но при этом ты как-то это... не дает тебе этот трон абсолютно. А ситуация, которая может быть в семье, соответственно, да, когда вы там с мужем разговариваете или с женой, да, и вы хотите по праву, например, там, ну, собственно, поделить обязанности, может быть, да, там, какой-то финансовый доход, еще что-то. Тебе говорят, нет, просто нет. Такая очень интересная энергия. При этом, смотри, здесь в любом случае энергия прорыва, да, когда ты, ну, действительно что-то рушишь, вот принимаешь решение и уходишь. Понимаешь, что так надо было? Так реально надо было. Это действительно дает тебе, прям, смотри, глоток свежего воздуха. Это 8 жезлов, это путь наверх, это дальше, смотри, это вот пробиться из вот этой пещеры, соответственно, да, вот эта вот энергия, она идет дальше, даже вот прям на уровень выше, как бы переход. Это направленная энергия, да? Это достаточно быстрое изменение в твоей жизни. Это повышение вибрационного уровня твоего. Как тебе сейчас? Давай так, а люди какие притягиваются? Потому что ты же что-то создаешь из этой энергии, да? Люди какие сейчас притягиваются? Интересно, 8 мечей, которые, знаешь, как будто вот вышли из чего-то страшного, да? Может быть, у них какой-то ПТСР-синдром, и это не всегда касается военных действий, да? Посттравматическое, да? То есть вот человек, который что-то преодолел, да? Человек, который уже вышел. Да, это 8 мечей. Да, есть определенные ограничения. Да, вот это вот ощущение вот какой-то, знаешь, такой переходный период, какой-то момент тоски, да, все-таки. Но там уже дороги нет. И, соответственно, здесь мы как бы выходим, да, кто в любовь к себе. И смотри, как прикольно. То есть у нас, получается, рушатся потенциалы, которые мы накопили в десятке пентаклей и в десятке жезлов, но раскрываются потенциалы в десятке чаш. Да? Собственно, в любви. Да, в том, что мы разрешаем принимать любовь. И при этом мы разрешаем себе принимать любовь от мира, да, и этот мир начинает нам подсвечивать вообще, да, что если мы там условно сидели там в темнице, если мы общались с людьми, которые ни в грош нас условно не ставили, да, мир тебе показывает обратное, когда ты реально принимаешь решение.
разрушить вот эту свою клетку, да, разрушить какие-то ложные представления о себе, да, разрушить на самом деле управление, знаешь, как колесницей в пьяном виде, условно, знаешь, может, это не ты ей управляешь. Классная энергия, мне нравится по второму варианту. Куда приходим? Все, я финалю тебе силы, ты молодец. Окружение, конечно, поменяется очень. То есть на кого-то ты рассчитывала, знаешь, как вот обычно родственников там говорят, а зачем ты с мужем разводишься? Он же такой, типа, нормальный мужик. А то, что он пассивно-агрессивный, знаешь, там, чудак на букву М и абьюзер, знаешь, только ты. Да? Или он там по бабам бегает, или там, знаешь, подружке твоей под юбку заглядывает. То есть мы никогда, иногда мы не можем сказать такой родственник. Потому что мы там не хотим жалости, мы не хотим выносить ссоры из избы, потому что нас там учили, да, типа, семья там. Тебе тупо вот не с кем поговорить, потому что тебя загнобили с точки зрения там газлайтинга, например, или еще чего-то. Или ситуация по работе, где, извини меня, каждый друг другу волк, и тебе правда не с кем поговорить. И в такой ситуации, на самом деле, может оказаться каждый, да, и не надо сейчас надевать пальто и говорить, вот, а где были глаза, там, да, там, как это говорят, знали очи, да, что выбирали, ешьте хоть по власти. Нет, мы никогда не должны есть то, что нам не нравится, потому что бывает такое, что пища нормальная, а потом она испортилась, да, или ты никогда не знаешь вообще, вот с виду пища нормальная, а там, знаешь, растолкли, может, в ней какой-нибудь цианистый калий. Это, знаешь, вот эти все безупречные люди со светлячком во лбу, да, которые никогда не ошибаются. Очень токсичные вообще, потому что каждый имеет право на ошибку. Здесь просто самое главное ее осознать, выйти и идти дальше. Потому что ты выходишь в свою силу. И это самое крутое, что я видела за последнее время у двоек. Троечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Посмотрим, в каких энергиях, что притягиваете, куда вы ходите. Слушайте, вы чья-то, да, золотая антилопа? Чья-то золотая антилопа? Кто-то требует много от вас ресурсов? Потому что, слушайте, это же не всегда прям, тут просто какое-то нестандартное лицо, да, у персонажа относительно туза пентаклей. Вот. И оно какое-то недоброе, да? Здесь мы смотрим на эти пентакли с тоской, и при этом ощущение, что мы тут закопаны этими пентаклями. Помните сказку про золотую антилопу, когда требовал этот много-много-много-много-много, вот, а потом в итоге это все в камни превратилось, он за жадность был наказан. Или, смотри, это когда родственники вот тебя трясут, или ты там на 5 работах работаешь, да? Туз пентаклей, двойка чаш. То есть на самом деле, собственно, твоя щедрость уже условно, да, она саму тебя губит. Вот, потому что есть ощущение, что это уже просто условно может выходить за рамки, да, дозволенного. Вот. Но при этом здесь еще перевернутая королева чаш. Вот в этой колоде перевернутая, как мне кажется, оно все же про страх проявления, да, 8 мечей, ограничения, да, ограничения, то есть у тебя есть определенная роль, которую ты вынуждена придерживаться, да, вынуждена придерживаться, но тебя эта роль уже душит, роль, маска, может быть. Потому что когда-то были обстоятельства, да, что так надо было, были определенные обязательства, а сейчас крайне сложно с этого всего соскочить. Так, ладно, что у нас еще? Знаешь, как вот
Если из потока читать, ты как-то икона, чья роль просто, соответственно, быть в какой-то благости, может быть, по отношению к людям. Или вот как-то смотри, по королеве жезлов на тебя могут равняться, соответственно, да, потому что видят очень щедрым, дающим человеком. Ну смотри, да, королева жезлов, туз пентаклей, да, двойка чаш, да, даю из состояния щедрости, а тут как-то... А вы не даете состояние щедрости. Здесь, наверное, такой момент, что по пятерке жезлов, сейчас я скажу, типа даю достойным, вот как-то так, да? То есть цветочек у нас оказался с зубками, судя по всему. Почему у нас сейчас состояние конфликта? Потому что у нас перекресток, мы так больше не хотим, да, нам нужно идти куда-то дальше, нам нужно выбирать какой-то другой путь. И вполне возможно, мы эту пятерку пентаклей устраиваем себе сами, да. Сами условно себя сбросили с трона, да. Давайте, какое испытание мы сами себе здесь создаем сейчас на данный момент? Ну вот, пожалуйста, да, сами себя сбросили с трона. Но мы это сделали зачем-то. Зачем-то. Зачем мы это делаем? Потому что мы хотим по-другому. Мы хотим по-другому. Как мы хотим? Не знаем, да? Карта Луны, да, и, собственно, девятка жезлов. Или ощущение, знаете, что мы как будто вот не делимся ни с кем своими планами, своей стратегией. Как, например, знаете, как вот начальник отдела продаж говорит, тут надо сделать план, да? А как вы это сделаете? Это такая вот, знаете, не моя проблема. Или тебе кажется, вот, собственно, я прям на примере отдела продаж, да, что ты делаешь до хрена вообще, а ты не понимаешь, сколько делает твое руководство вообще, чтобы там тебя, балбеса, условно направить и на выполнение планов, и поддерживать твой эмоциональный фон, соответственно, а ты факапишь, там, раскладываешь пасьянсы, там, сидишь на порносайтах и куришь через каждые 5 минут. Ну, сядь в кресло руководителя, если ты там считаешь, что так все просто, и ты такой обделенный весь по жизни. Это вот такая, знаешь, энергия, когда человек говорит вообще, что он еще президент, а в свободное время работает таксистом, потому что скучно. И вот такие люди всегда все знают за всех. И вполне может быть, что вот эта вот ситуация, она сейчас касается тебя, потому что в твоем окружении как раз будут появляться вот эти люди. Но знаешь, здесь наоборот, здесь не комплекс самозванца, здесь комплекс Бога, понимаешь? Просто на пустом месте у людей будут рассказывать тебе, как жить правильно. И при этом как-то ты со скепсисом туда смотришь. Ну, сейчас посмотрим, зачем. Но при этом ты понимаешь, что ты надолго с этого трона не встанешь, потому что все развалится. Что тебе нужно доказать этим людям, условно? Королева чаш. Десятка чаш. Восьмерка пентаклей. Как интересно. Паш чаш. Рыцарь мечей. А слушай, здесь, наверное, тебе нужно доказать, что все то, что ты создаешь через любовь, ты можешь разрушить. Смотри, да? Королева чаш, десятка чаш, восьмерка пентаклей. Но здесь, смотри, восьмерка пентаклей, она как продолжение цикла все же, да? Продолжение цикла. Вот. У тебя есть вот определенный цикл, по которому ты действуешь, условно. И здесь у нас паж чаш, да, и рыцарь мечей. Вот эта вся история, она очень похожа, кстати, на вынашивание ребенка. На вынашивание, соответственно, да. А что по рыцарю мечей? Рыцарь мечей и рыцарь пентаклей, как интересно все же. Да, и ты как бы, получается, ну, выходишь в какой-то свой путь. Свой путь. И здесь еще смотри, какой момент. Вот
Бытовое, кстати, может быть, когда, например, там вы там планировали какие-то общие планы. Почему? Может быть, это правда касается ребенка. Но здесь отец ребенка соскакивает, и ты понимаешь, что тебе придется дальше одной. Да? Тебе дальше придется одной. Это, скорее всего, проживание сценария, и это может касаться не только детей в частности, потому что и так можно смотреть. Ну, например, как бы развитие проекта, развитие бизнеса, когда тебя просто бросают. А что еще может быть? Ну, я не знаю, вы там планировали с кем-то, к примеру, там ипотеку, да, и платили ее вместе, а потом раз резко муж там работу теряет, ты же понимаешь, что на тебя это ложится, на твои плечи. В общем, как бы вот такая вот история, потому что здесь какая-то прям смена ролей происходит, смена позиций. Ну, ладно, окей. Какие люди притягиваются? Давай посмотрим. Какие люди притягиваются в твое общество? Ты создаешь какие-то энергии, да, сейчас? Так, 8 жезлов и 9 пентаклей. Да нормально, котик, все хорошо. Особенно вот если ты в проектах нейроведьмы, я же тут не призываю тут как бы общаться абсолютно со всеми, но не знаю, у нас очень крутая аудитория. Потому что когда ты знаешь еще вот личные истории, знаешь, как реализованы люди, да, кем они были, кем они стали, да, то есть там какая должность, какое место они в системе занимают, как они в семье там проявляют. Ты понимаешь, что они крутые. Ну, это я просто как пример привожу, потому что у тебя тоже могут быть там какие-то свои круги общения, да, и 8 жезлов, да, 9 пентаклей, короче, говорит о том, что ты действительно деятельных людей притягиваешь, ты создаешь эту энергию движения, ты создаешь эту энергию лидерства, и ты сама или сам в ней находишься, понимаешь? Вау! К чему это приводит? К чему это приводит? Ну, к твоему личному господству, наверное, да, 9 чаш. Но ты почему-то вот туда не хочешь идти, да, прям в это все наслаждение. То есть, знаешь, как ты не хочешь идти в наслаждение своей силой. Да, ты условно продолжаешь как бы вынашивать эти яйца, да, по тузу чаш. Да, давать возможность, получается, чужим потенциалам развиваться, а в мощь своей силы не выходишь. Не выходишь, а тебе говорят, выходи. Что ты почувствуешь, когда выйдешь в мощь своей силы? Ты прям стоишь уже все, одной ногой там. 6 жезлов, 4 пентаклей. А ты на самом деле поймешь, что это твое по праву, да? Это всегда было твое. Тебе прям классно в этом всем. Как может проявляться в материальном мире? Все как королева пентаклей. И солнце. И солнце. Это открытые дороги, это деньги, соответственно, да, для кого-то это роскошь, для кого-то это часть, наверное, про хозяйственность, но это про твое королевство, королева пентаклей, солнце. И у тебя есть все энергии на это, понимаешь? Все энергии есть. Но рыцарь жезлов, знаешь, вот эта энергия, которая там движется и вот раскрывает себя, да, он пока стоит на пороге, потому что 4 жезлов привернута. А 4 жезлов привернута по той причине, что ты сама пока еще, или сам пока не знаешь, что ты хочешь. Но при этом тебе за это придется отвечать, потому что тебе все дают, да, тебе реально дают, да, то есть у тебя есть цель, тебе дают рыцаря, а у тебя рыцаря никуда не двигаются, условно. Вот такая позиция была по 3-му варианту. С вами была я, ваша нейроведьма.